Друзья, всем привет! С вами снова Ольга, и сегодня я хотела поговорить бы с вами о жилье. Как многим из вас, наверное, известно, примерно год назад мы переехали в совершенно новый для нас вид жилья, так называемый терраса-хаус. До этого мы много-много лет жили в апатах. Апаты — это такой самый распространенный вид жилья в Корее, это многоэтажки, квартиры, жилые комплексы. В общем, сейчас мы переехали в такое малоэтажное жилье. В Корее это называется терраса-хаус, в каких-то других странах, наверное, по-другому называется. В общем, это такая трехуровневая квартира со своей лужайкой, со своей террасой. И да, это жилье эконом-класса. Мы переехали в связи с какими-то, незначительными, но финансовыми трудностями. И поэтому это будет интересно сравнить, посмотреть на все плюсы, минусы, достоинства и недостатки этой нашей новой квартиры. Я не буду конкретно сейчас выделять какие-то плюсы и минусы, потому что то, что является плюсами для одних членов нашей семьи, то является жирными минусами для других членов нашей семьи. То есть мы все смотрим на этот переезд по-разному, очень по-разному, поэтому я просто буду рассказывать вам про какие-то особенности нашей новой квартиры. И первая очевидная особенность – это наличие дворика, огородика, газончика, как хотите это называйте. В общем, это то, чего я всегда хотела, к чему всегда стремилась. Я всегда мечтала о своем доме, всегда мне хотелось жить на земле. И моя мечта, можно сказать, осуществилась. Теперь у меня есть огородик. По приколу, друзья, кинула картошку в землю. Она, смотрите, как вымахала, выросла и цветет уже. Скоро будет у меня своя картошечка. Потом я ее выкопаю и засажу все цветочками. Короче, это такой плюс, прям мой и только мой. Кроме меня, это никому не надо. Более того... О! Черт! Бывает. Бывает. А! Мамочки! Боже, тварь какая! Да, друзья, и это и есть тот самый минус, который идет следом за этим плюсом. Как вы могли уже догадаться, огромный жирный минус – это насекомые. Этих тварей здесь просто очень много, и мало того, что они здесь на огороде живут, они еще и прекрасно заходят домой. Потому что, видите, в Корее такие квартиры, всегда окна в пол, и разделяет, считайте, от земли один вот такой вот порожек, москитная сетка, когда ты ее открываешь, когда выходишь. Такое ощущение, что все эти твари ждут, пока ты откроешь эту москитную сетку. И они все сразу залетают в дом. Ангелина очень боится насекомых. У нее самая настоящая фобия. Как, друзья, называется эта фобия? Насекомофобия. В общем, она боится до смерти их. И она постоянно ноет, каждый день плачет. И говорит: мам, когда мы уже переедем в нормальную квартиру? В апатах, конечно, такого нет. Там ни одна мошка до вас не долетит. Зато смотрите, какие у меня помидоры, они с меня ростом. Там вон русские огурцы уже почти готовы. Это, друзья, видите, вишня падает мне на гамак. Это сакура. Сакура — это вишня. Зараза такая, мне весь гамак испортила. Надо его, в принципе, собирать, конечно. Один хрен на нем никто не лежит. А, не отмывается! Друзья, не только на дворике есть насекомые, на террасе они тоже есть. Вот здесь вот я живу на крыше, на 3-м этаже. И они вот такие, знаете, гусеницы, какие-то сороконожки, тоже заходят ко мне вот так в комнату через вот этот вот порожек. И знаете, что я делаю? Я их гашу вот этой херней. Вот так вот просто. Видите, сколько обожженных трупов валяется сороконожек? Это я их гашу огнем. Потому что я брезгую, даже тапком вот так вот раздавить эту гусеницу, я настолько брезгую, я настолько боюсь насекомых просто до смерти. Но они даже сюда залезают. В общем, друзья, насекомые — это тот еще жесткач. Если вы боитесь насекомых, то в таком жилье делать вам нечего. Я представляла себе абсолютно какую-то радужную картинку, как мы будем с Ангелиной вместе там клубничку сажать, что-то. Но она вообще не выходит туда, она на улицу вообще не выходит. Недавно я ей поставила бассейн, думала, она хоть купаться будет, но она там увидела какую-то букашку и все, и сказала: нафиг мне не нужен твой бассейн, убери его. И не выйду я туда больше. Короче, она страдает от этого. Опять же, повторюсь, ладно бы она просто не выходила туда и не выходила бы, но эти твари залезают в дом, и это реально очень большая
проблема. Он же огромный плюс, он же жирный минус. Поехали дальше. Следующая особенность, и скорее это, конечно же, минус, никаких плюсов здесь нет, это самый такой конкретный минус, это отсутствие комбини круглосуточного прям вот на выходе из дома. Если в Апатах вы, например, спускаетесь на лифте и сразу выходите, и у вас комбини под рукой 24 часа в сутки, то здесь до него нужно долго идти. Долго ехать. Ну как, там метров 300-400, по-моему, до ближайших Апат идти. Это обусловлено, конечно, тем, что малоэтажная застройка, она для бизнеса, конечно, невыгодна. Это очевидно. Бизнесу выгодно там, где большая проходимость, где очень много народу, где большая плотность людей, населения. Поэтому вот такой вот минус. Вот, друзья, сколько нам нужно идти до ближайшего комбини. Сейчас покажу вам. До ближайших Апатов. Собственно, у Апатов внизу, конечно же, есть комбини. Это хорошо на вот этом передвигаться. А если пешком, это реально, блин, долго. Вот комбини сразу под Апатами. Круглосуточный 7-Eleven или что там, Сия. Прикиньте, как далеко бегать за пивом. Если бы не мой вот этот друг, я бы, наверное, запасалась на неделю. И не бегала бы каждый день. Я спалилась, да? Я спалилась, что я каждый день за пивом бегаю. Следующий огромный плюс нашего нового жилья – это мусор. Да, не смейтесь. Здесь мусор, который сортировочный, вот такой вот, его можно выбрасывать каждый день. Если в Апатах вы копите мусор неделю, как правило, во всех Апатах так, вы неделю собираете весь этот пластик, весь этот металл, все это стекло, и потом выносите, то здесь вы можете выносить мусор каждый день. И, блин, кто с этим не сталкивался, тот меня не поймет. Это такое счастье. Тут хоть каждую баночку пива ходи, выноси, и все ништяк. Только здесь тоже, конечно же, надо сортировать. Как всегда, как везде. У меня, конечно, мусор-то какой. В Апатах, кстати, всегда есть специально выделенная такая комната, обычно на балконе, где-то, ну, застекленной на веранде. Специальное такое помещение, где вы ставите 85 коробок и сортируете там мусор в течение недели. И потом в час X, в день X, везде это по-разному. В общем, вы раз в неделю тратите практически полдня для того, чтобы весь этот мусор вынести. В Корее очень много упаковки, поэтому за неделю там накапливается просто, ну, вся эта комната, она забивается просто мусором. Здесь просто вот кайф, просто кайф. Следующий огромнейший плюс нашей новой квартиры – это отсутствие лифта. Да, в Апатах я очень страдала из-за лифта. Просто я по натуре такая торопыга, мне надо все быстро-быстро. Говорят про корейцев, что они там пали-пали, быстро любят все. Но корейцы там просто курят в сторонке. Я торопыга такая, что если я несколько секунд ждала этот лифт, мне казалось, что я, сука, все свои самые лучшие годы молодые трачу на ожидание этого гребаного лифта. В общем, здесь ты ничего не ждешь, просто открываешь дверь, выходишь, и это такой кайф. Вот, казалось бы, мелочь, а какая мелочь. Сейчас пойду на улицу и покажу вам еще пару минусов нашего жилого комплекса. Друзья, еще один, хоть и несущественный, но все-таки минус. Минус в том, что подземная стоянка находится не сразу под домом, как это в Апатах у нас было. То есть в Апатах ты заезжаешь на подземную стоянку и сразу заходишь в лифт с нее и поднимаешься на свой этаж. То здесь тебе нужно выйти и вот так вот пройти, и вот она только подземная стоянка. То бишь тебе нужно пройти по улице. Когда идет дождь или когда у тебя сумки, ну, сумки тяжелые, я, в принципе, и достаю там, оставляю их возле двери. Но все равно, блин, это не очень комфортно, не так комфортно, как было в Апатах.
Парковка тоже, конечно, бесплатная. Вообще здесь везде по-разному. Вот эти люди, например, паркуются прямо у себя под домом. Там у них парковочные места. На первом этаже, видите, есть. А у нас таких мест нету. Мы паркуемся в подземной парковке. У них вот на одну квартиру идет 2 парковочных места внизу. То есть в корейской семье, как правило, всегда 2 машины. И да, еще один минус – отсутствие дворовых территорий как таковых. Да, здесь есть детская площадка, вот такая небольшая. И все. А вот таких вот дворовых территорий, как в Апатах, здесь нет. И дети вынуждены просто вот так по дорогам кататься, играть. Тут же машины есть. Но машины ездят, конечно, очень медленно. И дети вообще на них не обращают никакого внимания. Там есть немножко зеленых зон, но не везде. Вообще здесь идет акцент на именно приватные свои дворики, а не на общие какие-то территории. Люди, видите, там и бассейн, и палатку ставят, и гамак. И при этом у всех тоже есть террасы на крыше. Есть вот такие вот беседки, но, конечно, с Апатами это близко даже не сравнить. Кто смотрел старые мои ролики, видели, как это все выглядит в Апатах и как здесь. И вот отсюда видно, как за нашим домом сразу идет гора. Отсюда не видно, что она очень высокая, но она на самом деле очень высокая. Туда полдня забиралась. Следующий минус, друзья, это, конечно же, лестницы. Нас риэлтор сразу предупреждала, что это огромный минус, большая проблема. Именно из-за лестниц это жилье и считается эконом-классом, и стоит оно дешевле, чем обычная квартира в многоэтажке. Корейцы просто обожают комфорт. Для них комфорт это вот просто святое, а лестницы, конечно, к комфорту имеют мало отношения. Но меня, в принципе, лестница не напрягает, так как я постоянно сижу за компьютером, монтирую ролики, я сижу на 3-м этаже, и сбегать на 1-й этаж лишний раз для меня не представляет никакой проблемы. Лишний спорт, можно сказать. Я с удовольствием бегаю туда-сюда, и меня это не напрягает, но это очень напрягает детей. Особенно, конечно, это напрягает Ангелину. Она у нас спокойно ходить не умеет, она бежит всегда сломя голову и перепрыгивает через 3 ступеньки, и она иногда улетает с этой лестницы. Вот там тогда стоит вой на всю квартиру, она причитает, зачем же мы ж сюда переехали, да какой же ужас, какой кошмар. В общем, Ангелина оказалась у нас самая несчастная. Но зато в этом есть и плюс огромный. Я поселилась на 3-м этаже, и до меня никто не доходит. Дети ненавидят лестницы, им влом подниматься на 3-й этаж, они мне звонят, что-то говорят, спрашивают, но не поднимаются сюда. Это просто идеально. Такой идеальной ситуации я себе даже не могла представить. Я сижу, монтирую, и меня никто не трогает. Вообще вот это мое приватное пространство. Это просто для меня сказка. Я человек такой... Я люблю покой, люблю одиночество, и я просто кайфую от этого. Слышимость здесь такая, что я вообще не слышу, что там творится на 2-м этаже, на 1-м этаже тем более. И ты как будто живешь в отдельном доме, а при этом ты живешь в доме со всеми. Ну разве же это не прекрасно? В общем, друзья, несмотря на все минусы, мне очень нравится эта квартира. Я очень рада, что мы сюда переехали, в отличие от всех моих членов семьи, да. Я ни за что бы не вернулась, например, в квартиру в многоэтажке, потому что мой огород, мой личный этаж, это все для меня. А терраса, это же вообще сказка. У меня личная терраса, я утром выхожу, птички поют, так как у нас гора здесь рядом, запах просто потрясающий, хвоей, лесом пахнет, и свежесть, вот это вот воздух чистый, и ты с чашечкой кофе выходишь такой и думаешь, черт побери, жизнь удалась. Я очень счастлива здесь, в этом доме, и никуда переезжать мы не собираемся. Я надеюсь, дети привыкнут, что им еще остается. Друзья, забыла еще про один плюс. Вот когда не составляешь сценария, 3 дня уже не могу снять это, видео. Еще один плюс – это отсутствие соседей сверху и снизу. То есть в апартаментах, да, в многоэтажках всегда есть соседи снизу, и несмотря на то, что нам всегда везло с соседями, никогда не было никаких проблем, это всегда были милейшие люди, все равно лишний раз ты ребенку не разрешал там попрыгать, поскакать, побегать, а здесь такой проблемы нет. Здесь хоть забегайся, запрыгайся, особенно у кого есть дети, это очень удобно. Ну,
Я и сама, в принципе, люблю потанцевать, побегать, попрыгать, поэтому да, это огромный жирный плюс. И еще о самом главном забыла сказать, это, конечно же, о цене. Если мы жили до этого в апатах, в апартаментах, апартаменты — это вообще квартира, она на одной плоскости вот так располагается, а наша квартира, она как бы вверх, не вширь, а ввысь, а по квадратам точно такая же, тоже 100 там с небольшим квадратных метров. По цене квартира наша предыдущая стоила $700 000, а эта квартира, если ее покупать, стоит $500 000, то есть разница в $200 000. Ну и снимать, естественно, эту квартиру дешевле гораздо. Поэтому вот так, еще один плюс, цена. Все, у нас уже вечереет, идем на террасу. Что может быть прекраснее? Лето, вечер, терраса, мясо. Черт побери, все, пошли уже, не могу. Вы только посмотрите, какая красота, а какая погодка. Это ли не великолепно? Друзья, на этом прощаюсь с вами. Всех вас обнимаю, всех люблю и до новых встреч. Пока-пока!